Истории из жизни. Прежде чем я вам поведаю этот интересный рассказ, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Это очень сильно поможет продвижению этого видео. Приятного просмотра. Мое имя Игорь, мне 26 лет. Я, как и большинство молодых людей моего возраста, работаю, и по работе мне нередко приходится встречаться с новыми людьми и в дальнейшем сотрудничать. Однажды случай свел меня с одной дамой. Все шло как обычно, и она ничем не отличалась от других клиентов нашей фирмы. Мы сидели, разговаривали, я объяснял все детали. А когда все было понятно, и она подписала необходимые документы и уже была готова уйти, она спросила меня, как ей можно было проще и быстрее добраться до гостиницы, в которой она остановилась. Я ответил ей коротко, просто и ясно на такси. Мне не хотелось тратить больше времени на всякую болтовню, и хотелось поскорее закончить запланированные на сегодня дела и спокойно начать уикенд. Дело то было в пятницу. Закончив все свои дела на работе, я навестил друга, с которым быстро обсудили кое-что и после обсуждений наших. Друг мне сказал, что он недавно был в одном славном кафе. Там очень вкусная кухня, прекрасный интерьер, спокойная обстановка и совсем небольшое, примерно на 15-20 клиентов. Так как я люблю вкусно поесть, я решил, что сегодня же поеду туда поужинать и поблагодарил друга за рекомендацию. Одному ужинать как-то скучно, и хотелось пригласить кого-то из друзей. Но как назло, кто-то был еще занят чем-то или уже имел планы на тот вечер. Короче, пришлось ужинать одному. Пришел я в то кафе, людей было там немного. Я сел за свободный столик и стал ждать обслуживающий персонал. А с другого конца зала я ощутил на себе пристальный взгляд и повернулся посмотреть, кто это может быть, и увидел в углу помещения сидящую одиноко Екатерину, ту даму, которая была сегодняшней клиенткой нашей фирмы. Я улыбнулся ей и помахал рукой в знак приветствия, и она ответила мне взаимной улыбкой и махнула мне рукой, подзывая к себе. Я подошел к ее столику и еще раз поприветствовал Екатерину. Она предложила сесть с ней, так как мы оба были одинокими клиентами в этом кафе. Я перебрался уже за наш с ней столик, сделали заказ, и мы стали мирно, непринужденно беседовать, знакомиться. Я сказал Екатерине о том, что никого не смог найти, кто бы мог разделить со мной сегодняшний ужин, и она ответила, что ей повезло этим, так как она вообще никого не знает здесь, и целых 10 дней ей придется провести одной. Екатерина работала менеджером какого-то отдела одной крупной компании и приехала в наш город по делам, где было представительство компании, в которой она работала. Ей 34 года, она замужем. Все шло спокойно, как и должно было быть. Мы кушали, болтали о всяком, потом заказали десерт. Мало-помалу мы разговорились, и уже через час было такое ощущение, что мы давно знаем друг друга. По крайней мере, у меня было такое ощущение. Катя предложила выпить вина, все-таки вечер пятница. Мы выпили вина почти 2 бутылки, и уже более веселые пошли гулять по ночному городу. Когда мы встали из-за стола, я бросил свой взгляд на Катю, оценив ее достоинство. Она была одета в черную, атласную футболку, короткую юбочку и в открытые туфли на высокой шпильке. Я показывал Кате город, рассказывал ей то, о чем знал в нашем городе, фотографировал ее. В общем, получилась очень классная прогулка двух друзей. Пока мы гуляли, мы прилично далеко оказались от гостиницы, в которой остановилась Катя, и решили ехать на такси. Она сказала, что жалко, что так быстро закончился вечер, но я быстро разрядил обстановку. Сказав, что мне было самому очень интересно провести так вечер, и очень приятно было быть в ее компании, и то, что я не женат, и ждать некому меня дома, так как я живу один. После этого я пригласил Катю к себе, сказал, что выпьем вкусного португальского вина, которого у меня было 3 бутылки, и я провожу ее до гостиницы. Катя задумывалась над моим предложением не более минуты и сказала: «Поехали». Через полчаса мы уже поднимались в лифте на мой этаж, зашли в квартиру и сели в гостиной за небольшой журнальный столик. Я мгновенно организовал на столике вино, фрукты, шоколад, и мы стали болтать, попивая вино. Через некоторое время я уже начал хмелеть, да и Катя тоже. Все время, пока мы сидели и пили вино, я бесстыже пялился на ступни Кати. Ступни у нее были очень красивые.
Аккуратные, ровненькие пальчики ножек с идеальным маникюром, кожа светлая и очень нежная. А ее пяточки были розовые, как у младенца. Видимо, подождав еще несколько минут, Катя сказала, что я смущаю ее тем, что постоянно смотрю на ее ножки. А я ничего лучше не нашел, как сказать комплимент по поводу ее красивых ножек, и потом я спросил у нее: «Тебе не тяжело целый день ходить на таких высоких каблуках? Ведь ноги-то устают, наверное?» На что она ответила: «Конечно, устают ноги». Я предложил Кате сделать ей массаж ступней, так как я умею делать массаж. На мое предложение Катя как-то двусмысленно улыбнулась. Я даже не знал, как воспринять ее улыбку, и она вышла из комнаты в направлении ванной комнаты. Вернулась она минут через 10 и села в то же кресло, где и сидела. «Ты еще хочешь сделать мне массаж ног, или ты уже передумал?» Я сказал, что, конечно, сделаю. И ее ступни действительно были очень нежными. Тогда я решил действовать более активно. И с этого момента, как уже могли все догадаться, началось то самое, дорогие зрители. Все эти 10 дней нам было очень хорошо вместе, и я не думал, что такое может быть. Такое только в кино показывают, как я думал раньше. Сейчас Катя у себя в городе, у себя дома. Она часто звонит мне и говорит, что очень скучает. Она надеется на очередную командировку в наш город или когда я приеду к ней. На этом эта история заканчивается. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем до новых встреч на этом канале